Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких плюшевых гусей с длинной шеей. Такими гусями можно вот украшать ремешок сумки, рюкзака, и будет смотреться очень красиво и оригинально. Теперь рассмотрим гусят поближе. Как вы видите, они отличаются размерами. Это потому, что вот белого я связала из Dolce Yarnart плюшевой пряжи, а вот серенького я связала тоже с плюшевой пряжи, но из более тонкой, потому он получился меньше. И вот по размерам вот из Dolce получается на 30 сантиметров, а вот тоненький плюш на 25 сантиметров. Благодаря этой длинной шее, как вы уже видели, можно завязать этого гуся на любую сумочку, рюкзак, куда вам больше будет нравиться и куда вы захотите его привязать. Эти гусята вяжутся очень быстро, очень легко, несмотря на то, что длинная шея, но так как там мало столбиков, и потому они вяжутся очень быстро. Расход пряжи тоже небольшой. Давайте приступим вязать вот такую красоту. Гусенка я буду вязать из плюшевой пряжи в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать с головы. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду будем провязывать в каждый столбик предыдущего ряда по прибавке. 1, 2, оденем маркер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. И вот третий и четвертый ряды провязали по 12 столбиков. Теперь переходим на пятый ряд. В пятом ряду провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4 и пятый столбик довязываем, но не до конца. Берем оранжевую пряжу, вот, присоединяем так оранжевую пряжу и довязываем этот пятый столбик. И теперь будем вывязывать клюв. Сделали накид. В следующий столбик вывязываем 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, третий, четвертый, можно оставить 4, можно сделать 5. И теперь провязываем столбики без накида, последнюю петельку не провязываем. Теперь подхватываем белую пряжу и довязываем эти 2 петельки белой пряжей. Вот что у нас получилось. Оранжевую пряжу отрезаем. И теперь эти 2 хвостика связываем между собой. И довязываем до конца ряда.
1 столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. В пятом ряду 12 столбиков. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Наполняем голову наполнителем и вяжем седьмой ряд. Здесь нам нужно провязать 6 убавлений. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь будем вязать длинную шею. И вот с 8 по 33 ряд провязали шею для гусенка по 6 столбиков без накида. И теперь переходим на 34 ряд. В 34 ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 34 ряду 12 столбиков. И забыла сказать, что шею мы не наполняем, оставляем ее пустой. 35 ряд. Провязываем 1 столбик. Следующий прибавка. Так будем вязать до конца ряда. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка и 1 столбик, прибавка. В конце 35 ряда получилось 18 столбиков. Теперь вяжем 36 ряд, провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После 4 столбика вывязываем крыло. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую воздушную петлю полустолбик с накидом. В следующую воздушную петлю столбик с накидом. В эту же воздушную петлю полустолбик с накидом
И в последнюю воздушную петлю ввязываем столбик без накида. Вот получилось такое крыло. Теперь сделаем соединительную петлю для того, чтобы не было вот никакой дырочки, и переходим вязать далее по туловищу. Вяжем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вывязываем второе крыло, набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида, в следующую полустолбик с накидом, в следующую воздушную петлю столбик с накидом, сюда же полустолбик без накида, полустолбик с накидом и столбик без накида в последнюю воздушную петлю. Вот. И теперь нужно развернуть это крылышко. И вот что мы делаем. Так как вы видите, что крылья смотрят в разные стороны, вот неправильно, как нам нужно повернуть? Мы поворачиваем так крыло, ниточка уходит вот за крыло, вот так, и теперь петельку будем выводить, чтобы мы смогли вот обвязывать далее по туловищу. Вот пропускаем крючок через вот эти вот петелечки, захватываем рабочую нить и вытягиваем эту петельку. Вот. И теперь вяжем далее по туловищу. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. В 36 ряду без изменения 18 столбиков. Вяжем 37 ряд, и здесь нужно провязать 18 столбиков без изменения. Вот довязали до крылышка, крылышко вот так отогнули и провязываем далее столбики без накида. И так вяжем до конца ряда 18 столбиков. 38 ряд, здесь тоже провязываем по 18 столбиков. Вяжем этот ряд самостоятельно. Вяжем 39 ряд, провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Так повторяем 3 раза. Снова 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. И третий раз. 1, 2, 3, 4, убавка. В конце 39 ряда 15 столбиков. Немного наполнила наполнителем. Вяжем 40 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, 2, 3, убавка. И третий раз. 1, 2, 3, убавка. В
конце 40 ряда 12 столбиков. Вяжем 41 ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Теперь берем оранжевую пряжу, так как будем вывязывать лапки. Присоединяем. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И далее воздушную петлю соединительный столбик и еще один соединительный столбик. Вот так. И теперь вот будем переходить на белую пряжу. Вот так сделала. Воздушную петлю такую вот, да, перешли. И вяжем 5 столбиков. 1 столбик без накида, 2, 3, 4. Довязываем 5 столбик. Теперь подхватываем вот оранжевую пряжу снова. Провязываем. Вот ножки получаются как напротив крылышек. Провязали так столбик оранжевой пряжей и вывязываем вторую ножку. 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Далее 2 соединительных столбика по воздушным петлям. 1 и 2. И теперь берем белую пряжу и вот так переходим на белую пряжу. И довязываем 1 столбик. Все ниточки так поподтягивали. Второй столбик. Оранжевую пряжу отрезаем. Эти 2 хвостика между собой оранжевых связываем. Их запрячем вовнутрь. Далее нужно вывязать хвостик. Для этого делаем вот воздушную петлю, сделали накид и за переднюю стенку столбика провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, сделали накид, из этого ж столбика вывязываем второй столбик с накидом. Воздушная петля, сделали накид и снова из этого столбика вывязываем еще один столбик с накидом. Всего получилось 3 столбика с накидами, между ними чередуется по воздушной петле и воздушная петля. Теперь нам нужно сделать 6 убавлений подряд. Так вот, первая убавка. Берем наполнитель и дозаполняем наполнителем. Вот. И провязываем 6 убавлений.
И вот довязали, осталась такая дырочка. Сейчас мы ее спрячем за передние стенки каждого вот столбика. Проходим так иголка с ниткой. И ниточку затягиваем. Вкалываем вовнутрь изделия и отрезаем. Приклеила вот глазки. И гусенок готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!